Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению медных серег-розочек из медной трубки и проволоки. Диаметр моей трубки 10 мм. Ее нужно обжечь на огне и поместить в холодную воду. Затем разрезать болгаркой на кольца под прямым углом и под острым. Находим два похожих отрезка трубки и отбиваем гладкой стороной молотка на наковальню. Затем наносим текстуру мятого металла острой стороной молотка. Пробойником намечаем место для отверстия и маленьким сверлом не более 2 мм просверливаем отверстие. Теперь тщательно зачищаем края напильником или дрелью с абразивной насадкой. Затем надфилем зачищаем внутренние отверстия. Отмеряем 40 см проволоки толщиной 0,5 мм. Складываем ее пополам и вставляем в отверстие заготовки. Заводим концы вверх и каждым концом делаем по одному обороту вокруг основы в противоположные стороны. Соединяем концы вместе и начинаем закручивать розочку, попеременно заводя один конец за другой. Выводим концы на оборотную сторону и делаем каждым концом по 2 витка вокруг основы в разные стороны. Закручиваем на концах завитки и укладываем их на основу. Теперь круглогубцами изгибаем проволоку, обкрученную вокруг основы, или можно оставить так, по желанию. Для швенц отмерим два отрезка проволоки толщиной 0,8 мм. Чтобы швензы были одинаковыми, формируем их вместе. Зачищаем концы и слегка отбиваем на наковальне. Делаем чернение любым удобным для вас способом. Я сделала чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Шлифуем серьги войлочным диском с применением полироли. Затем промываем в мыльном растворе и воде. Покрываем серьги цапан-лаком, разведенным в ацетоне. Господь через пророка Исаию обращается к женщинам, скорбящим духом, к неплодным, оставленным, вдовам. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная,
бросаемая бурью, безутешная. Вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья!